Всем привет! В этом видео я покажу, как заменить подшипники на стиральной машине с фронтальной загрузкой фирмы Indesit. Данная стиральная машина имеет модификацию IWSD61051 и у нее начал шататься барабан. Для того, чтобы полностью убедиться в том, что поломаны подшипники барабана, необходимо его слегка покачать в стороны, вверх-вниз, видно люфт, или же прокрутить. Он гудит, тарахтит. Значит, срочно необходимо менять подшипники, пока не поломалась крестовина барабана. В данной стиральной машине бак неразборный, поэтому придется его пилить, поэтому заранее запаситесь пилой с мелким зубом, без разводки. Для того, чтобы снять бак с барабаном, в первую очередь необходимо открутить крышку со стиральной машины. Откручиваем сзади эти два шурупа крестообразной отверткой. Слегка сдвигаем крышку назад, чтобы она вышла с передних зацепов. И она снимается. Затем откручиваем на задней крышке 6 саморезов и снимаем заднюю крышку. На задней крышке видны потеки ржавчины, а также на задней части бака, что говорит о том, что сальник уже неисправен, и сюда поступала вода в подшипники и наружу. После этого головка на 10 откручиваем 3 болта крепления верхнего груза. И снимаем его с бака. Он такой тяжелый, увесистый. После этого необходимо снять порошкоприемник. Для этого нам понадобится плоская отвертка. Выдвигаем порошкоприемник. И снизу есть такие зацепы, слева и справа, которые необходимо отодвинуть. Вставляем плоскую отвертку. Сначала с одной стороны отодвигаем, чтобы он вышел, а потом с другой. Таким же образом. Вот он вышел. Здесь есть такие зацепчики, которые не дают ей выпадать при открывании. После этого необходимо снять вот этот корпус порошкоприемника. Для этого откручиваем с передней части 3 шурупа, 2 сверху, 1 снизу, с помощью крестообразной отвертки. И после этого необходимо снять переднюю панель с блоком управления. Для этого откручиваем с двух сторон вот эти 2 шурупа. Они имеют такой внешний вид. Затем отщелкиваем внизу вот эти 2 защелки. И она начинает выпадать. Убираем провод с фиксатором. И отсоединяем вот эту фишку с платы управления. Теперь плату с передней панелью можно убрать. После этого с помощью крестообразной отверткой мы откручиваем вот эту панель на задней стороне стиральной машины. После этого отсоединяем 2 фишки на клапанах. Видим, что зеленые провода на черной фишке, а белые на белой. Здесь не ошибешься. Отсоединяем крепление проводов своих мест.
И отсоединяем от этого корпуса порошкоприемника вот этот шланг. Очень плотный шланг. После этого необходимо снять хомут крепления этой манжеты. Если он пружинный, берем плоскую отвертку, находим пружинку, выводим ее из зацепления и вынимаем весь хомут по кругу. Пружинка может быть снизу, сбоку, независимо от своего места, она выполняет свою функцию. И после этого снимаем эту манжету с бортика передней части корпуса и заправляем ее внутрь. Слегка оттягиваем резинку и снимаем ее с этого бортика. И прячем резинку вовнутрь. После этого снимаем прессостат. Для этого хомутик разжимаем на шлангочке, снимаем шлангочку прессостата. И необходимо его снять, чтобы он нам не мешал. Отсоединяем крепеж. Фишечка. Вот это. И теперь необходимо его снять. Здесь он на таких маленьких защелочках. Одна отошла, вот. Вторую надо нажать, чтобы она снялась. Вот я взял нож. Теперь будет нажимать легче. Одну сторону нажали. И вторую нажимаем. Вот, прессостат снят. После этого снимаем ремень привода со шкива. Слегка прокручиваем. И вот он остается в руках. Ремень еще в нормальном состоянии, не стертый, поэтому еще послужит. Теперь отсоединяем все фишки с нагревательного элемента. Здесь желтое с зеленым это масса, а это питание, синий и коричневый. И также снимаем вот эту фишку блока управления. Здесь ничего сложного нет. Теперь снимаем фишку подключения электродвигателя и заземление электродвигателя. Вот весь жмут проводов находится снаружи. Теперь откручиваем два болта крепления двигателя для того, чтобы его снять. Здесь также понадобится головка на 10. Для удобства демонтажа двигателя я поверну стиральную машину на бок, положу, и после этого его снимать будет легче. Теперь тянем двигатель на себя, и он снимается. Очень осторожно и без падений. Двигатель еще в нормальном состоянии. Нет подгорания ламелей, и он тоже еще послужит. После этого плоскогубцами сжимаем этот хомут и снимаем шланг из помпы. Это сливной шланг бака. И теперь головка на 10 откручиваем нижнюю часть амортизаторов. Вот эти две гайки. Здесь они такие с шайбами. И сдвигаем амортизаторы вверх. Слаживаем их. Чтобы гайки не потерялись, я их слегка здесь наживлю. После этого ставим стиральную машину вертикально и будем вынимать бак. Беремся за вот эти две пружины и поднимаем бак вверх. После этого снимаем блок, утяжелитель. Он нам пока не нужен.
После этого устанавливаем этот бак на автомобильную камеру для удобства. Теперь снимаем вот этот тен. Здесь нужна головка на 8. Сначала откручиваем головкой гайку не до конца. И теперь вдавливаем его внутрь. Можно вынимать отверткой осторожно этот нагревательный элемент. Плоской отверткой аккуратно поддеваем его. Вот я хорошо поддел его отверткой, и он начал выходить окончательно. Туговато, но реально. Видно, что тен еще в нормальном состоянии. На нем немного налета. И еще послужит. После этого я возьму вот такие болтики с гаечками диаметром 4 мм. Сверло диаметром 4 мм. И по периметру этого барабана на стыке насверлю отверстий. Ну, около 10-12 штук. Сверлить буду в тех местах, где есть немного утолщения. Например, здесь. Внизу побольше, вверху поменьше, потому что внизу здесь больше шансов, что будет протекать. Есть такой наплыв, как раз удобно. Для того, чтобы распилить паянный бак стиральной машины, нам понадобится вот такая пила с острым зубом, без разводки. Она у меня недорогая, но все зависит от ваших предпочтений. Зуб может быть среднего размера или очень мелкий. Также можно воспользоваться такими ножовками по металлу с мелким зубом. Так будет спил более нежный, но работа более долгая. Работа это нелегкая. А затем в эти отверстия будут вставляться такие болтики с гаечками. Тоже диаметром 4 мм. Вот так. И здесь будет закручиваться. Пилить нужно очень осторожно, чтобы не спилить вот эту тонкую кромку. Иначе бак может быть испорчен. И плохо затем сожмется. Спиливаем все части, которые здесь идут по шву. Они не критичны и не повлияют на работоспособность стиральной машины. Работаем очень аккуратно, не спеша, чтобы не испортить бак одним неверным распилом. Я уже здесь начал пилить небольшими движениями, короткими. Распиливаем бак строго по шву, по центру. Глубоко пилу не заглубляем, чтобы не повредить поверхность барабана. Все эти хвостики я спиливаю. Почувствовал, что здесь отпилено, переворачиваем дальше бак и пилим осторожно дальше. В самых ответственных местах я пилю мелким зубом, чтобы не испортить ничего. Вот, бак я распилил. И можно заниматься заменой подшипников.
Видно, что срез ровный, без загибов, заусениц. Я, конечно, потом его почищу от всех неровностей. И будем после замены подшипников все соединять, используя сантехнический силикон. И после этого можно снимать с бака барабан. Откручиваем вот этот болт крепления вала. Для откручивания этого болта используем звездочку TX40. И если барабан из бака не хочет выходить, то необходимо его выбить. Для этого берем другой болтик подходящего диаметра, закручиваем его на место болта до упора и начнем выбивать. Нужно необходимо слегка подвесить или взять на бок, поставить и бить сбоку молотком. Вот он вышел. Как видите, крестовина целая. Я боялся, что она поломается. А вот с подшипниками и с сальником проблема. Вот видно, что были протечки. Текло все, смазка вытекла оттуда консистентная. Какие-то окислы. И все это необходимо заменить. Для облегчения демонтажа сальника и подшипников я воспользуюсь аналогом смазки ВД-40. Подождем, пока он откиснет, и будем выбивать. После этого плоской отверткой достаем вот этот сальник, который уже вышел со строя. Сальник вышел с большим сопротивлением. Видно, что его обойма очень окислена. Здесь все белое. Я думаю, такая же проблема будет выбить подшипники, потому что здесь все окислено. Теперь чистим посадочное место это и будем пробовать выбивать подшипники. Хорошо все смажем с помощью смазки ВД-40, чтобы он легче вышел. Для выбивания подшипника я воспользуюсь таким маленьким тупым зубильцем с утяжелителем. Оно мне же не раз помогало. И будем выбивать сначала наружный подшипник, затем внутренний. Потому что внутренний будет выбить тяжелее. Вот подшипник выпал. Как видите, наружный еще более-менее нормальный, но уже подклинивает. Теперь начнем выбивать внутренний подшипник. Он обычно выбивается тяжелее. Ну, здесь в этом случае помогает хорошо вот такая моя приспособа. В конечном итоге я выбил вот такой подшипник ржавый и уже полностью нерабочий. У него большой люфт, только на металлолом. Поедем покупать новое. Вот я купил для замены два подшипника и сальник. Подшипники имеют размер 17 на 40 на 12 и 15 на 35 на 11. А сальник имеет размер 10 на 11,5. Теперь будем все собирать в обратном порядке. Также купил консистентную смазку. В первую очередь почистим посадочное место подшипника и смажем его с помощью солидола. Совсем немного. С помощью оправки подходящего диаметра поставим на свое место подшипник. Легкими ударами. Вот он на своем месте. Теперь поставим на свое место внутренний подшипник.
Также смазываем посадочное место, чтобы он хорошо зашел. А внутренний подшипник мы установим на свое место с помощью такого простого устройства. Здесь 2 шайбы и 1 болт. Установим его с одной стороны и будем затягивать с другой. Снимаем самодельное устройство, и внутренний подшипник уже запрессован на свое место. Без ударов и повреждений. Работает мягко и без замечаний. После этого мы хорошо зашкурим на наждачной бумаге обе поверхности среза. Такая процедура позволит выровнять все шероховатости, а также сделать мелкую шероховатость, которая позволит герметику хорошо прилипнуть по пластику, затем не отойти. Обрабатываем шкуркой и вторую поверхность. На следующем этапе поставим на свое место сальник. Я слегка смажу его по периметру консистентной смазкой, чтобы сюда не попадала вода. И после этого мы поставим его на свое место с помощью оправки подходящего диаметра. Вот деталь на своем месте. На следующем этапе мы слегка отполируем вот эту поверхность, которая будет соприкасаться с сальником. Здесь есть небольшие канавки, через них может попадать вода. А также почищу эту посадочную часть шкива, потому что на нее будет одеваться подшипник. А он набивался очень туго. Я для этого возьму очень мелкую наждачную бумагу. Сначала мы отполируем вот эту бронзовую часть до блеска. Очень нежно, чтобы она почти не пострадала, потому что ее можно испортить, если неравномерно почистить. Этот вал покрылся ржавчиной, потому что на него воздействовала долгое время вода из-за протекающего сальника. Вот теперь вал и посадочная шайба до блеска почищены. Я их смажу с помощью все той же консистентной смазки для облегчения посадки подшипника и для лучшей герметичности, чтобы сюда не попадала никакая вода. После этого мы забьем консистентную смазку вот этот паз сальника, для того чтобы здесь было герметичное соединение, не попадала сюда вода. Смазки не жалейте, лишнее выйдет, а все, что не выйдет, останется и будет работать долгое время. Слегка пальцами подровняем, чтобы не было пустот, и будем ставить на свое место барабан. До упора. Натягиваем с хорошим усилием, чтобы он не открутился при работе. После этого можно проверить, как работает подшипник. Видно, что подшипники стоят на своем месте. Барабан не шатается, люфта нет, гула и шума нет. Значит, можно собирать бак в обратном порядке.
И после этого хорошо обезжирим поверхность обезжиривателем. Обезжириватель хорошо очищает остатки масла. Очень эффективный. После этого с помощью фена мы хорошо просушим поверхности, которые будут проклеиваться. На следующем этапе я возьму такой герметик силиконовый и хорошо промажу оба склеиваемых шва. Вот такой силикон белый должен хорошо склеить. Посмотрим. Промазываем шов. Мажем обильно, не экономим. Пальцами хорошо размажу, чтобы он втерся во все поры, не было проблем в дальнейшем. И таким же образом мажем вторую поверхность. Здесь я уже размазывать не буду на второй поверхности. И после этого ставим на свое место вторую часть. И начинаем прикручивать болтами. И равномерно обтягиваем гайками болты. Вот так у меня получилось скрепить две половинки бака с помощью болтов. Саморезы я использовать не буду. Считаю, что болты более надежные. Расстояние между ними примерно 10 сантиметров. Этого должно хватить для работы стиральной машины. После этого мы ставим на свое место ТН. Я его почистил с помощью кислоты. И теперь он будет лучше отдавать тепло. Для облегчения монтажа ТНа я резинку смажу моющим средством. Она лучше заходила на свой паз. И ставим ТН на свое место. Вот она на своем месте. Теперь затягиваем вот эту гайку до упора. Еще на 10. Вот прошло 24 часа, силикон застыл, и можно проверить, как работает стиральная машина. Я подключил ее к электропитанию. Посмотрим на ее работу. Машинка стирает без шума, тихо, не прыгает. Я включил максимальные обороты, 1000 оборотов. Пока проблем нет. Испытание прошло успешно, и стиральная машина работает как новая. Значит, замена подшипников на стиральной машине прошла не зря. Вы смотрели видео о том, как заменить подшипники на стиральной машине фирмы Indesit. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!